А тот ли провод я отрезал, да? Не сказал. Ну, не то, что не сказал, а он, получается, спиздил. Да, у меня тут сейчас опять история повторяется. Весело. Да. Получается, да что-то щелкает. Проверим, как это работает вообще на самом деле. Ну, суть такая, что iShift коробка стоит, надо будет собрать электропроводку, прошить все блоки и протестировать, как это все будет работать. Стандартная для нас работа, мы уже такое делали неоднократно, поэтому сделаем и здесь. Да, они не стали ждать, пока я прилечу, просто пригнали машину сюда. А это значит что? Это значит, что мы не можем заставить это работать вместе. Можно, конечно, ошибки почитать, что он там пишет. Ну-ка, интересно. А, ну да. Это... Надо это снять, а это подключить, да? Это так не работает. Так, ну, что, ругаемся? Понятно. 223, не 128. Жопу воткнем. Что-нибудь изменится. А сама коробка не может оказаться? Ну, только теоретически. Извлечим. Не извлекаем, да? Великий могучий русский язык. Ты его попробуй пошевелить, да, и все. Он вообще не шевелится. Понимаешь, если бы чуть-чуть хотя бы играл, еще можно. А так он чуть коснемся. Я его даже попробовал чуть, а он не шевелится вообще. Там Понял. давно уже он поставлен. И в Я его вижу. Ты уже знаешь, да, что такое? Я его второй день ищу. Так нашла, получается. Вот надо вытащить его, Карин. Нет, я-то сделаю, просто за результат не ручаюсь. Сейчас болгарку выносит, жин кусок выпилила, да? А это что такое? Коробка? Бывает, на Вольвах стоит по 2 датчика. Бывает, Да, но используется только один. бывает. Вот. Ты крышек нету никаких из-под коробок. Я. А с газонов у нас что-то, какие там датчики? Там импульсные. Ну, цифровые, короче. Я имею в виду, что, может, здесь есть 2 датчика на какой-то машине. На той один точно, на Петербилте. Ты хочешь, чтобы я туда залез, да? Просто- Я шкурочку не ел, да? Просто глянуть, да. Я уже все не смогу. Сейчас мне надо чуть-чуть по***ться. Сейчас я по***сь чуть-чуть и... Они маленькие. Вы, главное, между ними прокладку хорошую сделайте, чтобы они не стучали. Этот блок боится ударов. Все, спасибо. Давайте. Хорошо. До свидания. Да это пиздец, короче, аж бесит, когда вот так вот не работает. Не сказал. Ну, не то, что не сказал, а он, получается, спиздил. Вот. И сказал, что коробка, да, там, типа, второй, типа, нет FH4, типа, все, типа, я все подключил, у меня такая же типа, на связь не выходит по кану, господи, по 1708 по кану выходит. Я провода вызвонил, там, по 10 раз все проверил, говорю, ну, наверное, модуль дохлый. Говорю, нужен модуль. Он, типа, окей, привозит мне модуль, короче, от второй версии. Я его подключаю, у меня, ну, соответственно, связь появляется, все вроде как будто бы заработало, типа, все хорошо. Вот, я на ней, короче, трогаться, она не переключается. Я давай ее ковырять, копать, она не видит, короче, датчик промвала оборотов. Я ее, короче, разобрал опять, залез туда в эти датчики, а там датчик стоит, короче. Во-первых, колесо стоит не так, как на втором поколении, а во-вторых, датчик импульсный. И, короче, я, говорю, начал уже с агрегатчиками общаться, уже понял, что коробка все-таки с FH4, и ему говорю, ты, говорю, ну, привез мне коробку-то от FH4. Он говорит, ну я думал, типа, ну получится, может быть, что-то придумаешь. Типа, я говорю, в смысле, блядь, я же сказал, не надо ее вести. Короче, в итоге он привез другую коробку вообще, ну, от второго поколения. Мы это все собрали, и он уехал. Это был пи***ц. Да, у меня тут сейчас опять история повторяется. Я чувакам сказал, говорю, ребята, надо, ну, коробку не с FH4, короче. Ну, до 2013 года. Так вот, смотри, если с третьей версии воткнуть мозг проканает, это дело. Ну, то есть там тоже импульсные датчики? Или ты, его знает, был у тебя опыт, нет? Короче, внутрь туда не лазил в коробку. Не видел, как там что. Понял. Блин, просто нужен какой-то совет. Либо, может быть, с этой коробкой получится, ну, как говорится, надо тащить ее. Либо, ну, все-таки надо коробку тогда другую искать. Так надо капот открыть. Ну, короче, единственный вариант, который можно попробовать, но не факт, что он сработает. Нет гарантии, короче. Это от третьей версии найти мозги. То есть, ну, от 2008 и до 2013 года. Просто они в 2013 году
там, грубо говоря, там во второй половине начали фарш 4 производить, а до, Ну еще ж не фарш 16, она же не 4, а 16 получается. неважно. Сейчас он пришлет мне косу от нее, которая от коробки шла. Ага. Вот распиновка у них неправильная. Не-не-не, Посмотри, меня сейчас... распиновка одинаковая. В 4-й версии нету этих. Я думаю, будет вот такая распиновка у нас. Ну, Видишь? это не поможет вообще никак. Не, я просто говорю. Я понял. Сейчас он пришлет К от нее. сожалению, как бы не хотелось, но это нам не поможет. Короче, единственный вариант, потому что там стоят эти энкодеры импульсные, ну, датчики внутри коробки. Есть предположение, но это не точно. Просто я не агрегатчик, я эти коробки не ковыряю, поэтому что там внутри стоит, я вообще не представляю. Я тоже не говорю. Но я предполагаю, что вот на 3-й версии, возможно, они тоже использовали импульсные датчики. Просто блоки управления там, они еще есть, ну, 1708 линия в них, в этих старых модулях. Может быть, если его поставить туда, то оно, ну, взлетит и заработает, но это не точно. Только пробовать. То есть, может быть, это просто будет А пустая. вообще, что, допустим, в этой коробке надо поменять, чтобы она... Там, получается, ну, они отличаются, короче, сильно. Но агрегатчик, когда вот мы тогда, ну, мучились с той коробкой, я так понял, что не получилось бы это срастить, ну, именно срастить. Он был готов забрать коробку в зачет и бесплатно ту отремонтировать. То есть, ну, стоимость там высокая этой коробки. По-моему, они, кстати, так и сделали. Они, по-моему, отдали коробку. Вот эту от FH4 железо. Можно вообще агрегатчикам попрозванивать, может быть, Ну, сейчас что-то лежит. прозвонит, Андрей. Чем-нибудь лежит, может быть. Сейчас прозвонит. Еще, кстати, я слышал, что меняют пары. И я в Махачкале такую одну машину шил. Второй версии, да, на ней заменили пары, поставили атошные, от АТО коробки в АТ коробку. И я в эту АТ-коробку зашил прошивку от АТО, и она ездит, эта машина. Такой тоже вариант. Мне она один раз попадалась, я ее делал вообще по удаленке, я даже ее не видел. То есть они туда воткнули шестерни другие, доехали до, короче, удаленки, и я им ее прошил. Такой вариант тоже, соответственно, значит, возможен. Так, что мы тогда делаем, короче? Я тогда сейчас ее облагорожу, там все это дело. Вот, как говорится, закончу. Провода уже, в принципе, все соединены, все проверено. Щиток приборов, короче, кабина, все готово к работе, кроме двигателя. Двигатель еще надо подшить автомат прошивкой. Ну, вот последняя осталась, получается. И, в принципе, все готово к работе с автоматом. Да что ты начнем? На 540? Ну, посмотрим сейчас. Посмотри, что там можно. Угу. Весело. Да. Короче, на FH4 там в коробку заходит 2 желто-зеленых провода, ну, витой парой, 2 кана. И 1 кан Powertrain заходит, вот этот фиолетовый с синим проводом. А серого с оранжевым там вообще нет. Такой прикол. Хороший прикол. Да, но это, скорее всего, на авторазборке вас, наверное, приблудили. Да нет, мне просто сказали, что с круглыми фишками у нас подходит... Не, это типа не показатель. Ну вот я, что говорить, мы уже с этим сталкивались. Я понял. Если бы первый раз было, тогда еще ладно. Тогда бы можно было тут это погадать, а так уже было. Кофейная гуща. Уже было, короче, да. Поэтому опыт есть. Я понял. Ладненько, давай. Блин, расскажешь мне? Или про эту машину сейчас на едешь уже, наверное? Давай. Или про ту? Да я могу и про эту, и про ту рассказать вообще. Все расскажу. Ну, я смотрю, стартует вообще с полпня прям. Трын и все. Фу-фу, да, чтобы не сгладить? Не, может пробка воздушная была, а может, ну, протянули эти трубки все. Кто знает. Что именно помогло, но работает. Как это что вроде? Все. Профессионализм. Да, просто сделали все подряд, и оно заработало. Новые функции. Ну, там было так подключено, что она, вот, ток, педаль газа, все. То есть ток вперед. А мы ее вчера и позавчера 2 дня мы с ней мучились. Но мы сделали круиз, мы сделали горняк, щиток приборов. Короче, все. Что, тогда глухану ее? Такая работа была выполнена интересная. В одном единственном экземпляре, мы больше такое делать не будем. Сразу говорю, ну его нафиг. Что было сделано вкратце? Значит, мотор этот на самом деле ашный, это D12A, древний. Здесь где-то она была переоборудована, работал над ней какой-то электрик, который обещал, что все будет работать. Но по факту в итоге эта машина ездила, работала только педаль газа и все. Потому что поставили ашный мотор с древним компьютером, который с этой кабиной плохо дружит, нормально не подключается, не коннектится, короче, нету совместимости. Что сделали мы? Мы убрали отсюда всю эту ашную электронику, засунули сюда цешную косу, дэшные мозги, клапаны PG тоже от дэшного мотора. И все это дело собрали и подключили.
практически на своих заводских местах все стоит. Не так все это было просто. Выглядит, как будто, да, тут взял и поставил, но на самом деле мы тут помучились пару дней, чтобы это все воспроизвести на этом двигателе. Но по итогу, что у нас получилось? Теперь у нас работают все горняки, у нас работает круиз-контроль, полностью работает щиток приборов. Теперь у нас, ну, грубо говоря, полноценная совместимость с этим двигателем. Вот, это у нас единственный экземпляр. Ашные моторы мы не берем в работу. Подключаем только C-шные, D-шные и 13-е моторы. Ну вот здесь так получилось. Почему вообще так получилось? Человек, когда к нам этот ехал, мы не выяснили, какой там мотор под капотом. Было известно, что D12, а какой именно, никто не говорил. И было известно, какая машина, но мы предполагали, что там будет просто, как попало, подключенный мотор, но, как обычно, там либо C-шный, либо D-шный. Но он приехал сюда издалека, и как бы мы открыли капот, и там это, ну и пришлось как бы что-то придумывать уже прям по факту здесь, и, соответственно, браться и делать. Но в дальнейшем мне только C-шные и D-шные моторы с этой кабиной совместимы нормально. С Ашным тут вообще там целый квест, чтобы его сюда подключить. Вот, ну как-то вот так это выглядит. Выглядит, в принципе, грубо говоря, все как будто по заводу, как будто здесь так все и было. Но на самом деле здесь вот этого, здесь ничего не было. Косы? Косы, этих мозгов, электропроводки, ну и так далее, и так далее. А тут нюансов много, которые нам пришлось переделать. Там, Час ночи. или сделать заново. Да, вчера в 12 часов мы там закончили. Сегодня у нас тут мелочи, тут по электрике кое-что доделывается. Ну и будем ее отпускать уже скоро. Вот. Ну а здесь у нас вторая машина. Вот, здесь у нас двигатель D13C. Это Volvo VNL. Volvo сама 8-го года, по-моему. Но это не точно. Скорее всего, да, 8-го, потому что здесь еще нет этой коробочки с предохранителями. Она уже появилась там, по-моему, на 9-м, на 10-м годе. Какие здесь нюансы? Здесь с завода стоял двигатель D13F. Сюда уже его поменяли и сюда установили двигатель D13C. Так как здесь D13F стоял, то особо никаких переделок не было. То есть, грубо говоря, сняли и поставили другой мотор. Артур, мы видео пишем, ты дергаешь нас. Продолжаем. Значит, также, ребята, сюда установили коробку iShift. Наша задача была здесь, вот на этой машине, подключить именно коробку. Но мы столкнулись с некоторыми трудностями. Какого характера? Значит, коробку, модель я ребятам подсказал, какую искать, ну, чтобы передатки, чтобы скорость у машины была нормальная, чтобы коробка была совместима с передатками, которые есть в машине. Ну, это, соответственно, коробка с индексом АТО. Вот, ребята нашли коробку с индексом АТО на разборке, но по итогу, то есть сейчас я уже собрал электропроводку, подключился, и оказалось, что это коробка с FH4. К сожалению, в FH4 коробке нету связи по 1708, а у нас здесь без нее ну вообще никак, чтобы к этой машине все это прирастить. Теперь не знаю, что будут делать ребята. Похоже, искать другую коробку, более старой версии, чтобы это было совместимо. Поэтому перед тем, как покупать коробку или двигатель, лучше проконсультируйтесь со специалистами и уточните, а будет ли этот двигатель или коробка совместима с вашей машиной перед установкой. Не все можно срастить, по крайней мере, в заводском виде, как оно должно быть. Ну, короче, в итоге ребята, да, ждали меня 2 месяца, не дождались, качали машину на жесткой сцепке сюда, и в итоге коробка оказалась не та. Ну что? Если поставим просто оттесты туда впихнем, допустим, да? Да, без проблем. Подключился, просто там у нас получается разница в оборотах, да? Да, Ну, ехать она будет, по крайней мере. конечно. Куда он денется? Я из-за этого, потому что сейчас варик такой, что уже возврата не хочу к механике. Сейчас доделаешь, мы на жесткую домой. Понял? А домой уже будем смотреть там, или покупать другую коробку, потому что возврата это уже... Я понял. Или Ну, у вас Просто- в любом случае, смотри, короче, здесь все, что касательно коробки, оно находится здесь. Соответственно, блок управления джойстиком, Чё? реле Артур, это масло питание польется, если коробки. будешь нажимать. Это сигнал зажигания на коробку, потому что он там должен быть 24-вольтовый, и приходится его через реле, через преобразователь разводить. Преобразователь запитан не просто так, он подключен через Артур, масло реле плюнет. EMS. В глаз. Соответственно, когда мы выключаем зажигание, через некоторое время он отключается и не тянет питание. То есть, соответственно, ну, здесь именно все сделано грамотно, чтобы потом он у вас не высаживал никакие аккумуляторы и все работало как работало. Все здесь находится, соответственно, у вас вот доступ, там реле сломалось, вот оно здесь, предохранитель тут, преобразователь здесь, блок управления джойстиком тут, поэтому ну, не надо нигде ничего искать, Я понял. все в одном месте, короче, Значит, мы удобно. доделаем то, что мы говорили до конца. Да. И- Здесь жгут вот так проложен, вот он идет, там он поднимается, Мгм. ну и по косе я его максимально спрятал,
И, Я понял. Хорошо. Тогда доделаем. ну, короче, да. Да. Ну, все тогда. А там будем, да. Да занимайся. Мгм. Хорошо. Ну, вчера, когда она не запустилась пару раз, он уже расстроился, потому что по факту он приехал с этой проблемой, а мы там 2 дня ее мучили, и ничего не изменилось. Он, Да? да, и он такой был немного, Подавлен. да. А потом сегодня, то есть, уже нет этой проблемы. Она ночь постояла, одумалась. Ну, насчет этого я не знаю. Она не может думать, что это машина, конечно. Ну, я имела в виду, что что-то там прокачалось, подгрузилось, не знаю. Ну, не знаю, наверное, подгрузилась или прокачалась. Пойду возьму интервью. Какое-то гетто у нас тут. Что происходит? Здрасте. Еще раз, как вас зовут? Петр. Петр, а вы не можете дать интервью? Левый поворот. Здравствуйте, Петр. Мне сказали, вчера здесь было жарко. Да, очень жарко Вы, было. наверное, расстроились, когда Ну, машина ничего. перестала заводиться. Уже успокоились. Да? Уже все? Она одумалась? Да, пока да. Дальше посмотрим. Просто одни говорят, что она шьется. Но он должен на 17.08 на связь выходить. Скажу так, что у меня движки попадались с FH4 с мозгами старого образца. И там была 17.08 линия, если к ней подключиться, то он выходил на связь, и его можно было зашить старой прошивкой от 3-й версии. Ну, цешные моторы в частности. Например, на Петербилсе. Вот там такая история была. Там 16-го года мотор, он вышел на связь, я к нему подключился и прошил его. То есть здесь коробка тоже должна выйти на связь тогда, 18.08, но она не выходит. Нету ее, просто пусто. Как-то так. Это каждый специалист говорит, что ее можно перепрошить. Залить новую программу, типа туда этой второй версии, она поедет. А как туда второй версии, там нету решкан линии, той, которую я знаю. Нет связи с коробкой, да. Да. Я думаю, проще того, что заказать тот. Этот все равно ждать 4 числа только придет. Я думаю, сразу надо заказать тот алюминиевый, и его уже поставить на место. Разъем у вас там есть, там красной изолентой замотан пучок. Да. Вот, Я и- прямо там. Да, это среди них, там разъем на датчик скорости. Я уже проверил. Там все есть. Ну, сейчас параметры сделаю и посмотрим. Все равно надо запустить, короче, пофигу. Так. Плюс у него с замка идет, но масса разрешающая идет с компьютера двигателя. Ну, напрямую давай мочканем. Не так просто. Сейчас. Тут не так просто. Компьютер дает разрешение. Типа того, да. Нажмешь на стартер, Серег, я проверю. Плюс приходит, нет с кабиной. Да, то надо будет массу сделать. Нажимай. Отпусти. Ага. Да, плюс есть. Так, окей, хорошо. Окей, хорошо. Так, теперь надо тогда организовать массу. Там надо снизу, наверное, будет откручивать этот хомут. Ну, да, сейчас я не только этот хомут он будет откручивать, надо будет, скорее всего, эту коробочку вскрыть. Коробку Да. скрывать полностью. Да, это провод выделить его сначала, потому что там они все разноцветные, блядь, его там найти, и потом его там где-то рядом засадить на массу. И тогда будет обход блокировки стартера, и будет пофигу на эту блокировку. Просто сейчас без коробки автомат, например. А что, почему нельзя напрямую на стартере сделать? Не знаю, потому что здесь этот провод есть, и здесь все есть. Вот даже к стартеру лезть не надо. Надо хомуты просто раскусить и открутить нижний разъем. Петр, ну как прошли ходовые испытания? Здесь буквально Да? 10 минут и Согласна. Сейчас обойду блокировку стартера. Для чего это сделаю? Значит, первое, если вдруг коробка заглючит, вы запускать сможете двигатель? Мне надо запускать, потому что мне воздух качать. Ну, короче, да. И все. Только для этого. Да, мы больше надо, лишь бы доехать, чтобы Сейчас, она короче, просто комп прошит под автомат. Да, Он не видит коробку да, и не разрешает крутить. да. Поэтому обходник. Подходим. Так, а тахограф потом как подключать? Тахограф не надо никак подключать. Вы вкрутите этот датчик. Да. И тахографисты, кто делает, они к этому датчику что-то подключают, типа преобразователя сигнала, и снимают сигнал для тахографа. Либо тахограф делают через GPS. Ну, 2 варианта они обычно используют.
Да, сейчас мы ее отпустим уже. Здесь нужно так надо запускать и качать воздух. Мы ее уже зашили под автомат. Она нам заблокировала стартер. Чтобы обойти блокировку, нам нужно сейчас вытянуть провод минусовой, который идет на управление стартером с мозгов двигателя, и подключить его на массу напрямую. Миш, как действительно ты думаешь, в чем причина? Это не та коробка или это... Нет, коробка с FH4 снята. Что тут думать? А, точно? Да, надо просто другую коробку, и все будет хорошо. Так, сейчас нам тут надо сначала кое-что проверить. А тот ли провод я отрезал, да? На этой хорошей ноте мы завершаем. Да, все.